Представители знака зодиака Телец, Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Что вам по судьбе в сентябре? Давайте узнаем. У нас сегодня 3 колоды. И первая, которую мы с вами разложим, это цыганский пасьянс. Он более точно передает событийный ряд. Конечно, будем реалистами. Может и совпасть, могут и не совпасть значения. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Но как альтернативный вариант рассмотреть мы всегда можем. И кроме этого у нас еще 2 колоды. Колода добра, которую прорисовала Колет Барон Рид. И подаются значения с позиции позитивной психологии. И также колода шамана, оракул шамана. Мы достанем на этой колоде карту «Совет». И она совершенно отличается, она не похожа на все колоды Таро. Давайте начнем. И что же нам расскажет, что вам по судьбе, мои дорогие тельцы, в сентябре? Какие жизненно важные, может быть, события? Или какие вопросы вы сумеете осуществить? Планетарно же для вас период более спокойный, нежели, может быть, был август. Или какая-то путаница, чехарда августа. Теоретически может все расставлено быть по местам в сентябре. Но это же не говорит о том, что те выводы, которые мы сделаем, а выводы нам придется делать, это точно планетарно. Мы не только выводы, но и выбор какой-то будем в течение осени делать. Так это вот не обязательно, что это нам понравится. Ну давайте мы не будем привносить какую-то сумятицу, давайте будем смотреть. Я смотрю, и вы, мои дорогие, смотрите тоже за совпадающими значениями. И вот у вас сразу лебедь, любовь, верность, взаимопонимание, поддержка, какая-то личная история. И правда, планетарно как раз для вас сентябрь месяц – это благополучное время для себя. Ну, как и через документы вопросы по личной жизни уладить. Да, это на самом деле так. Так, если это были какие-то недавние знакомства, развеять эти отношения или прочувствовать друг друга, если мы говорим про верность. Идем дальше. Если посторонние шумы, мои дорогие тельцы, прошу извинить, это процесс за окном, на который я, увы, не влияю. Посмотрите, если мы говорили про верность, про любовь, про искренность чувств. И, кстати, по этой карте, когда мы готовы брать ответственность за людей, и какой-то человек отвечает нам тем же искренностью или готов взять ответственность за нас, и карта радости, точнее значение, венок. Идем дальше. А вы знаете, вы можете быть несколько так колючи, или вы можете в этой верности сомневаться. У вас выпадают мечи. Или у вас могла быть какая-то ссора. Ну, может быть, не глобально. Какое-то недоразумение с вашим любимым человеком. Или с тем человеком, который вам дорог. По какой-то причине могли быть разногласия. Это что-то мелкое могло быть. Давайте пройдем дальше и посмотрим, что нам расскажут карты еще. Насколько вот эти мечи, как недоразумение или действительно какой-то, может быть, и был у кого-то конфликт с человеком, который для вас, я бы сказала, важен. Как это будет развиваться в дальнейшем событии или ваши отношения. Вы знаете, тут как раз нам говорят о чем-то более хорошем, поэтому я переворачиваю лебедя назад, мои дорогие тельцы. Объясню почему. Смотрите, здесь у вас радость. Вот как раз в одной плоскости, да, первый ряд идет значение лебедя и венок. Мы сказали, это радость. И дальше, между ряде, вот это первый, второй ряд, выпадают мечи, как переходный какой-то момент, переходный период. Кого-то не поняли, друг друга не поняли, не договорились, не совершили важные разговоры. Но, с одной стороны, у вас выпадает одновременно, между прочим, с радостью, корабль, один из символов Меркурия. И это может быть как переезд. Поэтому значение по кораблю исполнение желания. Одного как минимум. Или осуществление какой-то поездки. Или, может быть, поездка на отдых. Приезд человека к вам.
Это можно переложить на любую составляющую нашей жизни, на любую сферу жизни. У кого-то это может быть и документ, или получение каких-то соглашений. И одновременно, посмотрите, как будто исполняется какое-то ваше желание, или вы совершите важный разговор, или что-то у вас определится, потому что еще выпадает свеча, и это спокойное течение жизни. Поэтому какие-то перипетии или абракадабра чехарда, которая была в августе, я об этом сказала еще до карт, она постепенно отступает в сентябре. И к исполнению желаний, к каким-то определениям, более радостным событиям, к большему порядку в вашей жизни. И в конечном итоге как-то эти самые события и развиваются, судя, по крайней мере, по цыганскому пасьянсу. Я смотрю одновременно, что у нас еще совпало. Вот просто карта призывает вас к тому, чтобы вы были мудры. И не случайно говорю. Потому что, смотрите, еще выпадает значение колокола. И колокол – это какая-то внезапная новость. Именно новость. Та новость, которая нас больше не радует. То есть может быть какой-то минусовый момент, когда вы начнете обдумывать, что мне с этим делать. Или для кого-то из вас один вопрос вы решаете. И дальше, почему я так говорю, выпадает спокойное течение жизни, следом идет именно вот это значение колокола. Значит, может прийти как новость или событие извне. Может быть, это какие-то явление в обстоятельствах вашей жизни, или это сопряжено с вашими какими-то контактами, или с какой-то ситуацией, которая отчасти извне. Но мы это должны учесть, хотя на это мы особо не влияем. И может быть какая-то своеобразная пауза после этого как раз известия. Или вам придется что-то быстро как-то учитывать, менять. Может быть и так. Давайте посмотрим дальше. Что нам еще расскажут карты. Конечно, будем реалистами, потому что любой расклад, как и жизни бывает полностью предсказуемо, так и расклад не передаст вашу личную историю. Тем более карты пасьянса, да, наверное, и Таро тоже. У вас в любом случае что-то получается очень хорошо. И я бы сказала, вот это значение лебедя, которое выпало в самом начале. Мы про любовь и про верность говорили. И у вас выпадает подкова, а подкова – это семейное счастье. Может быть, какой-то другой контекст. Может быть, мои дорогие тельцы, что-то вам не нравится. Или придется вам что-либо переделывать с учетом тех возможностей, которые будут в сентябре. Могут быть и задержки. Вот я этого тоже не могу исключить, потому что как будто какая-то была новость или был какое-то, как замешательство, или события в вашей жизни, по которым вы могли досадовать, вот эти самые мечи, или мог быть конфликт. Но в реальности как будто происходит что-то совсем другое. Но, может быть, это вы где-то привыкли уже к прежнему шаблону, вы воспринимаете, я не побоюсь этого сказать, какую-то ситуацию слишком однобоко. И тогда вам пространство, словно пытаясь сломать, мои дорогие тельцы, какой-то ваш шаблон, вам дает как ускорение, чтобы вы увидели реальность такой, как она есть. И, может быть, это ускорение выглядит не очень лицеприятно. Или, вот я про новость, говорила, она может вас обескураживать, а вам нужно срочно принимать, что реальность, она как будто в другой плоскости. И вам чего-то нельзя упустить, на кону семейное счастье. Или какие-то очень благополучные решения по части вашей личной жизни. И даже если, или, может быть, кстати, у кого-то оформление важных документов, подписание личной жизни, не только ведь про любовь, может быть, это вопросы, связанные с вашей недвижимостью, кстати. Может быть, вы как раз узнаете по части недвижимости, как раз колокол выпадает во втором ряду, какая-то новость приходит к вам, и вы не можете с этим сразу что-то сделать.
или вам нужно куда-то отправиться, что-либо согласовывать. Может быть, это и те перемены. Меня люди смотрят из разных стран, когда тоже вот мы тут на это не очень-то влияем. Давайте я достану все остальные карты. Но когда выпадает книга, это всегда официальное учреждение. И, по-видимому, это придется как-то учитывать. Я смотрю, что у вас еще совпало. Вы знаете, у вас как и исполнение желаний, как и радость, как и какие-то счастливые события, верность, любовь, семейное счастье. То есть вот уделить внимание личной жизни, мои дорогие тельцы. Нам все карты об этом. И если как будто даже что-то тут может меняться по жилью или по каким-то согласованиям, или, может быть, это как сдвигается какой-то срок в оформлении важных документов. Поверьте, мы вот даже планетарно в течение осени будем еще много, можем, по крайней мере, пересматривать, как и соглашений, как и у кого-то это брачные контракты, у кого-то это могут быть контракты по работе, по труду, или еще какое-то сотрудничество, или, может быть, буквально оформление недвижимости, которое тоже вот каким-то образом с какими-то переделками может быть связано. Или это будет исходить от того, что это вы меняетесь, меняете свою стратегию, тактику и хотите, может быть, то дело, к которому вы уже приступили прежде, или вопрос, который вы хотели решить, вам его приходится делать в новом контексте, делать своеобразный выбор. Пока с вами разговаривала, смотрю на значения, не вижу здесь я дополнительных значений еще, и поэтому на колоде добра давайте зададим вопрос. В чем, мои дорогие тельцы, ваша сила? Или сфера жизни, в которой как раз и получается максимально осуществить задуманное. Что вам по судьбе самой идет в руки в сентябре? Возможно и так. В чем ваша сила, девятка воды? Вас карта приглашает наслаждаться жизнью. Не устраивать себе самокомпания. От чего-то не отказаться. Наша русалочка нашла алмаз, бриллиант. У кого-то это может касаться отношений, мои дорогие. Но вам что-то может не нравиться. Или внешние обстоятельства складываются не так, как простроил себе какую-то стратегию, тактику телец. Но если мы говорим, в чем ваша сила? Да, ваша сила, она сама по себе. Как успешно как-то продвигаются вопросы по части финансов, кстати. Или каких-то договоренностей по работе. Или, в принципе, если у вас личное дело, личный бизнес, семейный бизнес, бизнес идет в гору, денег становится больше, открываются новые возможности по заработкам. Или, может, это касается и вторичного, точнее, заработка, но тогда там тоже как-то элемент прогресса. Я называю эту карту самодостаточного человека. Но в этой колоде карт нам говорят о том, что вообще, знаете, как радость какая-то входит в вашу жизнь. И исполняются наши желания. Вот вам ваша сила в исполнении желаний. Вы, видимо, к чему-то приступали раньше. Или вы, может быть, двигались в каком-то направлении. Да, корректировать, возможно, планы и приходится, но не изменяйте самим себе. Изменяйте только то, что, может быть, детально, вот внешне требует от вас какой-то мелкой коррекции. Но не отказывайтесь от своего счастья. В чем ваша сила, мои дорогие тельцы? Потому что вот энергии-то таковы, что телец, как будто вокруг как раз все благополучно, а телец себе устроит либо какое-то самокопание, которое вы потом можете перенести, допустим, на другого человека. Почему нет? И начать сомневаться по личной жизни. Все же тут на кону семейное счастье. Может быть и по части работы. Хотя по части работы беспристрастная карта, она просто будет говорить о деньгах, что деньги есть и деньги будут. И планетарно, я еще не опубликовала, но уже почти закончила гороскоп на сентябрь. На своем сайте я потом добавлю ссылку в описании под видео и опубликую во вкладке «Сообщество». Так вот, для вас сентябрь как раз по денежкам очень продуктивный период.
Давайте узнаем события, которые изменят вашу жизнь. Вестник воздуха. Ну, тут самое главное не начать настаивать на чем-то своем или не гнуть какую-то свою линию. Потому что к вам действительно приходят те новости, которые вас не очень вдохновляют, мои дорогие. И нам говорят о чем? Делай выводы, основанные на опыте. Быстро реагируй на чем-то, но на что-то точнее. Но не ставь перед собой догм, потому что будет что-то меняться от твоего рационализма, от того, как ты умеешь правильно оценить обстановку, от того, как ты сумеешь совладать со своими эмоциями, на кону будет стоять твое счастье. Вот конкретно так. Событие, которое заставляет измениться вас. У вас два выбора как минимум. И если мы вот только то, что я сейчас сказала, правильно оценить обстановку или правильно сделать выводы, быть рациональным, не добавить себе ненужных эмоций. Вы, как задача, выйти из отшельника. Или, ну, если вы были прежде как на волне своих мыслей, то здесь нужно впустить буквально радость в вашу судьбу, ваше настроение, может быть, ежедневное. По аркану отшельника как будто нет ведь преград. Да, какой-то проект вы можете, допустим, начать или с чем-то определиться, потому что дверь у нас хоть и закрытая показана, но ключи находятся вверху. Это ваши ключи. И от того, как вы захотите ли вы какую-то дверь открывать или нет. Вы ведь можете от чего-то отказаться, причем от того, что у вас уже на пороге. А причина будет банальна, потому что вы видите что-то в одном контексте, а может быть человек в другом. Вы с кем-то можете буквально, мои дорогие тельцы, поссориться и именно не договориться. Поверьте, потом вы об этом пожалеете. Поэтому уйти из отшельника, а не попасть в этого отшельника, будет определенный риск. Давайте мы на колоде. Оракул шамана. Достанем карту совет. Необычные карты. И это не совсем Таро. Точнее, совсем не Таро. Другие значения. Что нам скажет оракул для вашего знака зодиака? Какой совет даст? Что для вас будет наиболее важно, как задача? Ух ты, мои дорогие. Вы знаете, вот эта карта очень добрая в этой колоде. Карта дитя. И вам, правда, предлагают больше уделить внимание каким-то отношениям. И дитя вот как, с одной стороны, перестроить свою жизнь совершенно по-другому. Не двигаться в каком-то шаблоне. Как раз и карта говорит, что пришло время, словно сменить пластинку или сменить шаблон. Но имеется в виду дитя, вот эта детскость, не с позиции наивности, а с какой-то вселенской мудрости. Оглядываясь назад или на пережитое, мы не должны повторить какой-то печальный опыт, отчасти в который мы где-то себя загнали сами. Карта призывает именно дитя исправить, если мы говорим про элемент новизны, исправить свою жизнь и избежать даже наказания. Потому что, продолжая что-то в том же самом ключе, мы не можем быть счастливыми. Может быть, вот эта закрытая дверь отшельника как раз и говорит: телец, ты любишь все просчитать, ты любишь, чтобы у тебя было все где-то под контролем. Но есть те сферы, которые тебя этот контроль ставит в тупик, и ты где-то этого не понимаешь. Освободитесь от установок прежних или от установок на страдания. Нас, дитя, освобождает от каких-то прежних старых привычек. И есть еще такой вот, как совет по этой карте. Когда вы утром просыпаетесь, взгляните на себя в зеркало. Увидьте себя как-то по-другому. Представьте, что вот этот день – это не один из тысячи, а это новый день вашей новой жизни. Любите себя такими, какие вы есть, мои дорогие. Не закрывайтесь, не уходите в прежний, опять же, какой-то старый шаблон. И если вам что-то вот, в себе не нравится, или какое-то есть самокопание, которое, да, действительно вам может мешать с учетом карт цыганского пасьянса, это тот закостенелый шаблон, который нам мешает попросту радоваться или нас, как ограничивает в каких-то возможностях.
А карта вас приглашает вдохновиться. Добавьте больше какой-то игры, веселья в вашу жизнь. Освободитесь от того, что вас, как оковы, долгое время сдерживало. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.